Война, на первый взгляд, кажется делом простым, в том смысле, что прямолинейным. Вышли две армии, столкнулись лбами, кто выжил, тот и победил. Современные войны давно так не ведут, но не в этом дело. Сражаются ведь не роботы, а живые люди. Это они сталкиваются лбами. Это они терпят все тяготы и лишения. Это их психика страдает. Мало кому хочется сражаться. Мечты – вернуться домой целым и невредимым, обнять жену, поиграть с детьми и так далее. В годы Великой Отечественной войны многим советским командирам хотелось любви и ласки здесь и сейчас, на фронте. И у них была такая возможность. Я ни в коем случае не хочу бросать тень на Красную Армию. Ее солдаты и победители. Они справились с фашизмом, разгромили военного преступника Гитлера. Но факт остается фактом. У многих военачальников из СССР были походно-полевые жены. Можно вспомнить некоторых из них. Жуков, Малиновский, Брежнев Леонид Ильич. Часто пишут про генерала-предателя Власова, который тоже крутил романы на фронте. В общем, это не исключение, а самое настоящее правило. ППЖ, походно-полевая жена, не самый приятный ярлык, зато он четко дает понять, о чем конкретно идет речь. Причин, по которым женщины на фронте обретали статус ППЖ, было несколько, у каждой своя. Некоторые дамы действительно влюблялись. Любовь на войне? Да, бывало и такое. Я считаю, что это нормальное явление, ведь многим не суждено было дожить до победы. Почему нельзя и врага бить и наслаждаться жизнью, высокими чувствами? Некоторые дамы искали защиту. Писательница Светлана Алексеевич рассказывала, что одна из участниц Великой Отечественной войны делилась с ней. Женщина стала ППЖ не потому, что сильно влюбилась в своего командира, а из-за того, что служила рядом с огромным количеством мужчин. Став дамой сердца своего военного начальника, она получила защиту от остальных. У рядовых ППЖ не могло быть. Возможно, существовали исключения из правил, единичные случаи, но я таких не слышал. Что не так было с солдатами? Если кратко, то все. Во-первых, бойцы сами настолько уставали, что предпочитали поспать, а не романы заводить. Во-вторых, девушки на этих ребят не смотрели, ведь у рядовых ничего не было, ни статуса, ни средств, ни свободного времени. И перспективы у них тоже были призрачные. Из каждого боя не возвращалось много именно рядовых бойцов, тех, кого отправляли в самое пекло. Еще образовывались такие любовные треугольники. Командир находился на фронте со своей ППЖ, а дома его ждала супруга. Несчастны были все, но после войны. Федор Розаков в книге про Владимира Семеновича Высоцкого писал, что отец Барда остался со своей ППЖ, уйдя от родной матери будущего поэта, актера и исполнителя песен. Владимир Семенович даже назвал супругу своего папы мамой Женей. Здесь повезло. Часто случалось так. Есть законная жена, которая обманута и брошена. Есть новая женщина, которая, получается, построила счастье на чужом несчастье. А это плохой знак. Есть мужчина-командир, которому невозможно разорваться на две части. Такая история складывалась у Леонида Ильича Брежнева, например. Он настолько увлекся медиком по имени Тамара, что захотел уйти из семьи. Но супруга не поддержала такое решение и сообщила, что будет жаловаться. Под угрозой была карьера Леонида Ильича. Он хорошо все обдумал и решил остаться в семье. Ольга Грейк в издании «Долой стыд» писала, что больше 60 генеральских жен обращались в партию с петицией об изменении семейного законодательства. Там речь шла не столько о чувствах, сколько о деньгах, которые доставались ППЖ, оформивших отношения с командирами, а не брошенным женщинам. Известна история Елизаветы Гагин, которая обращалась к самому Булганину, чтобы ей платили 25% от оклада военачальника. Официальное обращение в партию – это было одно из средств борьбы брошенных жен с походно-полевыми. Кроме того, в гарнизонах холодно относились к ППЖ, даже если те официально оформляли отношения с командирами. Походно-полевая жена – это был такой ярлык. Считалось, что ППЖ – это поголовно гулящие женщины. Конечно же, так не было на самом деле. Сердцу не прикажешь. И мужчинам военным было нелегко, ведь именно с походно-полевыми женами они преодолевали все трудности войны. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал Загадки Истории и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.